Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Меня зовут Марина, кто не знаком со мной, и сегодня хочу сделать для вас расклад на важную тему чувств вашего мужчины к вам. Давайте выведем его сейчас на откровенность и узнаем, любит ли, нужны ли вы ему. Да, замечательная тема, а нужен ли мужчина вам, но это тема для отдельного расклада. А сегодня будем смотреть именно чувства этого человека к вам. И хочу использовать колоду Таро Евы. Вам необходимо, как всегда, представить вашего мужчину, назовите его имя. Сконцентрируйте свое внимание на нем, визуализируйте хорошенько. Благодарю всех, кто присылает мне донаты. Низкий поклон каждому из вас. Отдельная благодарность моим спонсорам. Благодарю вас за теплые комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень искренне вас люблю. Благодарю вас за то, что вы есть в моей жизни. Итак, любит ли, хочет ли быть с вами, нужны ли вы ему? Давайте смотреть, что нам покажет Таро. Дно колоды. Как всегда, это как фон расклада. Яркая, красивая, задорная. Очень яркая, теплая энергетика у девушки, которая смотрит женщины, которая смотрит сегодняшний расклад. Если вы мужчина, просто перекладываете информацию на свою половую принадлежность. Вы очень искренне, очень открыты, и очень много искренности и открытости в этих отношениях. Или же было сначала, или же вообще. Всегда было очень много страсти, искренности, открытости именно с вашей стороны. Вышла у нас здесь девушка, хоть это паж свечей, но это девушка, изображена девушка. Вот такая вы. Открытая, честная, искренняя, не зря сказала задорная. То есть очень красивая, позитивная, теплая энергетика идет от тех женщин, которые смотрят сейчас этот расклад. Давайте посмотрим мужчину. А мужчина? Какой мужчина? А он у нас сразу выходит семеркой перьев. Ну, здрасте, приехали, как говорится. Девчонки, нечем порадовать. Хитрец, лжец, манипулятор. Не хочется клеймо сразу ставить прям с начала расклада. Ну, и тем более в этой колоде он просто вор, посмотрите. Он вор, он ворует у девушки из сумки кошелечек. Видите, какой здесь у нас товарищ? Я вам прям покажу поближе. Вор на базаре. Хитрец, лжец и, можно сказать, вор. Возможно, вор вашего сердца, вашей души. Человек, который врет, как дышит, девочки. Человек, который может обвести вокруг пальца. Человек, который преследует исключительно свои корыстные цели и в отношениях, и вообще в жизни. В общем, это человек, от которого можно ждать чего угодно. Тяжеловастенько, конечно, у нас пошла сигнификация. Не хотелось бы сразу же получать такой же первый аркан от этого, об этом мужчине, вернее, от карт Таро. Но, тем не менее, что есть, то и будем принимать. Также по этой карте, по этому аркану может быть так, что мужчина хитрит с вами сейчас. Он преследует некие свои цели. Может быть, вы с ним расстались, и он, допустим, некие манипуляции производит для того, чтобы вас вернуть, ну и чтобы самому чистеньким, так сказать, сухим из воды выйти, чтобы не показалось, что он страдает без вас и хочет, чтобы вы вернулись, чтобы как-то чужими руками жар загребать. Вот такой человек здесь. Еще, конечно, о том, что очень много он лгал, очень много было с его стороны неискренности и манипуляций, двойной игры. И он продолжает себя так вести. То есть выводов здесь мужчина этот не делает. Но проблема в том, что любовь зла, как говорится, да? И даже понимая умом, что он такой, очень многие из вас, безусловно, могут продолжать быть к нему эмоционально привязанным. Или, возможно, вы можете думать, что любите его, может быть, и действительно любите. У кого-то из вас психологическая зависимость, у кого-то энергетическая зависимость от этого человека может быть, потому что он очень легко может привязывать к себе свою жертву. Да, я так и скажу, жертву. Потому что обычно в отношения с такими мужчинами попадают девушки, которых так и можно назвать жертвы.
этого манипулятора. Да, сегодня у нас раскладик пошел. Еще как нам его покажут. При этом мужчина может быть семейным, может быть ваш муж или чей-то муж. Картинка, причем такая, может быть, красивая вокруг него. Он может создавать картинку вокруг себя, что он вот такой стабильный, надежный, что он настроен на семью. Если он свободен, он может быть свободным, то он может производить впечатление посредством своей хитрости, посредством того, что он умеет любую картиночку, какую надо, нарисовать. Он может производить впечатление очень стабильного, надежного человека. Может быть даже главой семейства, при этом спокойно ходить налево, а никто даже и подозревать не будет вокруг. Все будут думать: ой, какой же он прекрасный муж, какой он замечательный отец. Ну, вот здесь такие вещи. Еще. И очень-очень-очень материально ориентированный. Характер сложнейший. А еще у мужчины есть серьезная проблема психического характера. У этого человека могут быть серьезные нарушения. Кстати, вот мы часто касаемся проблемы нарциссизма, потому что на самом деле, девочки, очень многие из тех, кто смотрит расклады Таро, попадают в отношения с нарциссами. Очень часто так бывает. Или психопатами, или же социопатами, абьюзерами различных мастей, так сказать. И когда попадают в некий тупик, начинают искать ответ. А почему человек себя так ведет? А почему он делает больно? А почему мне самой так больно в этих отношениях? И, соответственно, кто-то из вас, из нас, вернее, приходит к информации о том, что с мужчиной что-то не то, и мы находим то, что нам надо, допустим, видео о тех же нарциссах или психопатах. А кто-то долгие годы мучается и не может из этой зависимости выйти. Так вот, имейте в виду, что здесь явно сейчас в этом раскладе выходит, я не хочу заниматься сейчас диагностикой какой-то, да, но здесь человек с нарушениями, возможно, нарцисс, возможно, психопат, возможно, социопат, возможно, перверт. Неважно. В общем, здесь у мужчины есть определенные нарушения. И он не является тем, кем он себя демонстрирует. Это человек с двойным дном, во-первых, и с несколькими лицами, разными социальными масками, которые у него четко так вот сформированы. Он их сам создал, эти маски, и в определенных условиях он демонстрирует ту маску, которая ему выгодна. А на самом деле человек тяжелейший. Человек, который сам порой себе не рад, который и себя-то по-настоящему не любит, не то что любить кого-то другого. Мы начали сегодня расклад, любит ли он меня, да, получается вот такая ситуация. Но задача карт Таро не в том, чтобы вам мед в уши лить, да, а чтобы вы могли понять, что же с вами на самом деле происходит в отношениях с тем или другим человеком, и почему вы в такие отношения попали. Так что, девчонки, сегодня довольно сложный у нас человек пришел. Способен ли этот мужчина на чувства и эмоции? Этот мужчина думает в первую очередь, девочки, о себе любимом. Я спрашиваю, способен ли на чувства и эмоции, можете делать выводы сами. Нам кого показывают? Король Пентаклей. Кстати, ваш мужчина может относиться к земной стихии, или же нам просто говорят, он может к любой стихии совершенно относиться. Но кто такой король Пентаклей, особенно в этой колоде? Посмотрите, стоит такой самоуверенный мужчина, один изображен на этой карте, и прячет пентакли к себе за пазуху под курточку. То есть что для этого мужчины главное? Эмоции или материальный мир? Его интересы, его удовольствие, то, чего хочет он? Ну, я думаю, ответ очевиден. Поэтому говорить здесь о способности мужчины испытывать глубокие чувства и привязанности, быть способным привязываться к кому-то и обладать высоким уровнем эмпатии, здесь этот вопрос отпадает сам по себе. Вот он такой. Чем мне нравится эта колода, она настолько ярко, красочно, очень умно говорящая и очень четко, прям точно, что вы сами все поймете. Способен ли на эмоции? Да как-то, знаете, эмоции это вообще не то, что на первом месте у него в жизни стоит. На первом месте это его благополучие, его материальный интерес. Ну хорошо, давайте тогда спросим, а вообще в его жизни бывали ситуации, когда он испытывал чувства к кому-то, чувства, эмоции? Да, да. И, дорогие мои девочки, речь идет, скорее всего, именно о вас. Потому что это вы. Потому что я так вижу, что это вы.
Вот с вами история пошла не совсем по такому сценарию, как это было у него всегда. Вы его действительно зацепили. И, конечно, можно сказать, что хоть он и не способен на глубокие чувства привязанности, однако же к вам возникло нечто особое, особенное. И даже если он у вас человек с нарушением и не имеет возможности любить, тем не менее вы исключение из правил. Вы явились тем исключительным человеком, к которому у него возникли чувства. Те чувства, на которые он способен. Он же не робот, он же человек. Все-таки на какие-то чувства же он способен. Хорошо, тогда давайте спросим, почему? Почему, да, почему? Чем вы его взяли? Чем вы его взяли? Во-первых, вы были как яркая вспышка для него в жизни. Красивая, страстная, сексуальная, интересная. Именно интимная сторона ваших отношений очень важна. Даже если у вас интернет-романы, вы никогда с ним не виделись, значит, наверняка у вас велись по этому поводу разговоры. И что эта самая сексуальная энергия, она вас очень сильно объединяет. То есть вы оба очень страстные люди. Здесь у мужчины, конечно, для него на первом месте стоит это. Страсть. Если есть страсть, то можно тогда уже как-то рассуждать о том, мужчина любит или нет. Вот здесь у мужчины возникла страсть к вам однозначно. То есть вы были как яркая вспышка для него. Яркая, красивая, мощная, которая его зажгла как факел. То есть вы действительно здесь человек очень особенный в его жизни. Еще почему? Чем вы его взяли? Чем вы взяли? А знаете, с вами не все так просто было, как, возможно, с теми женщинами, которые были до вас или во время вас. У всех же обстоятельства разные. У кого-то тут такой мужчина, который, извините, девчонки, но налево ходить может. То есть здесь полностью доверять человеку, конечно же, нельзя. Но с вами оказалось все не так просто, как с остальными женщинами, вообще с остальными людьми. Вот этим, представьте себе, вы его зацепили. Что, возможно, пришлось за вас бороться, или вы начали как-то свой характер показывать, противодействие некое ему оказывать. Возможно, вы стали понимать, что он манипулятор, и стали ему это или высказывать, или отвечать ему той же монетой. То есть он почувствовал, что очень-очень много с вами есть проблем. Вы непростая штучка, вы очень даже крепкий орешек. И это было для него одним из очень серьезных факторов для того, чтобы так на вас запасть, девчонки. Чтобы действительно понять, что вы для него не просто жертва, не просто очередная женщина, а та женщина, которая его реально цепляет. У вас очень сильный характер. Это тоже очень его привлекает. Еще почему этот мужчина? Ну, потому что это судьба. И потому что для очень многих из вас здесь идет кармическая связь. Связь, при которой связь кармическая не бывает легкой. И в этой связи чаще всего люди ощущают себя как будто ведомыми некими силами. Вы можете не понимать, за что вы любите этого человека и почему он постоянно в вашей голове находится. Круглые сутки, нон-стоп, 24/7, 7/24. Вас нереально к этому человеку тянет. Вы прощаете ему все его грехи. Даже если видите, что он вот такой, как я вам рассказала, вы все прощаете на все. Если не закрываете глаза, но у вас нет сил с этим человеком расстаться. А то же самое идет и с его стороны. Так что здесь речь идет о том, что вы не зря вызвали у него такую вспышку эмоций, такое притяжение и даже чувство, на которое он способен. Потому что здесь, безусловно, идет связь, смотрите, по аркану Иерофант, которая была вам предначертана. Так должно было быть. Это ваш кармический партнер. И еще вы очень многому этого мужчину научили. У вас здесь могут быть различия с этим человеком. Очень многих из вас может быть. Так что вы или разница в возрасте, или может быть вопрос несвободы кого-то из вас или обоих. Могут быть разные страны, города. Может быть категорически разная внешность. Допустим, он темнокожий, вы светлая или наоборот. Разный менталитет, разные религии. В общем, что-то вас может отличать. Или же у вас диаметрально противоположные взгляды на основополагающие доктрины, вещи вообще в жизни. И
Несмотря на это, вы все равно встретились, и вы все равно находитесь сейчас в этом контакте. Это кармическая связь. И он, даже если не знает, что такое карма и кармическая связь, он это может чувствовать. Ох, какой расклад сегодня энергетически прям мощный. Вы нужны этому мужчине? С его точки зрения. Да. Вы этому мужчине нужны. Несмотря на его расчетливость, несмотря на его хладнокровие, несмотря, не зря я сказала расчетливость, он расчетлив, этот человек. И в отношениях он тоже расчетлив. И холодный, и отстраненный. Может вести себя очень как-то так, знаете, что сердце ваше сжимается от холода. В какие-то моменты проявлять себя тепло, а потом отстраняться, отдаляться, потому что он манипулятор. Тем более, если он с определенным психическим нарушением, то он может ого-го как манипулировать всевозможными методами манипуляций. Так вот, несмотря на это, вы даете ему такой ресурс эмоциональный, который вряд ли когда-либо кто-либо еще ему даст, этому человеку. Поэтому вы ему, конечно, безусловно нужны, во-первых, а во-вторых, потому что эмоции, чувства здесь есть. Конечно, отпустить он вас не хочет. А он видит с вами продолжение отношений дальнейшее? Если да, то в каком формате? Конечно, видит. Конечно. И он очень хочет, чтобы вы его любили, и чтобы вы испытывали к нему страсти, чтобы вы продолжали его подпитывать теми ресурсами, которые вы ему даете. Не знаю, у кого что, у кого-то эмоции. Даже если вы ему устраиваете, допустим, там разбор полетов, смотрите, говорю, устраивайте разбор полетов, нам сразу это показывают 5 свечей. Даже если вы ему что-то выговариваете, страстно, энергично, высказываете что-то, устраиваете разбор полетов, ревнуете, ему это прям нравится, это для него как подпитка, корм, это ему нужно. Вот ваши энергии, они ему необходимы. Здесь мужчина потребитель, безусловно, так что имейте это в виду, что эмоции, конечно, к вам есть. Ощущение вашей значимости, неповторимости вашей в жизни своей у него есть. Но не забывайте о том, что это манипулятор, этот человек. И плюс к этому он явно подпитывается от вас определенными энергиями. Даже если вы устраиваете ему разбор полетов, для него это тоже в кайф, девчонки. Возможно, даже периодически он этого хочет. Даже если делает вид, что он хочет, чтобы все было на лайте, чтобы никаких драм, чтобы не было никаких конфликтов. На самом деле, даже вот такие ситуации его питают вашей энергией. Он видит отношения с вами, но он понимает, что просто не будет. А поскольку у вас горячий темперамент, бурный достаточно, и вы вряд ли будете молчать, даже если и будете какое-то время сдерживаться, потом вулкан этот обязательно начнет извергаться. И это представьте ему в кайф. То есть вы нравитесь ему разное. Неважно, как вы себя проявляете, важно то, что вы нравитесь ему разное, он принимает вас разной. Вы ему, конечно, нужны. Безусловно. А с точки зрения высших сил, этот мужчина вам нужен? Давайте-ка посмотрим. Аркан Маг. Он тоже вас наполняет, безусловно. Даже если вам кажется, что вы опустошаетесь энергетически, эмоционально, все-таки здесь идет, если не равноценный энергообмен, вовсе нет, я не об этом говорю, но все-таки ваше наполнение определенными энергиями, важными для вас, тоже в этих отношениях происходит. А еще вы становитесь не просто мудрее, вы становитесь настоящим мудрецом в этих отношениях. Здесь не то, что мудрее, вы магом настоящим становитесь с этим человеком. Для вас открываются новые стороны натуры людской, для вас открываются, возможно, даже новые законы Вселенной, о которых вы не знали, законы взаимоотношений между людьми. Вы постоянно в этих отношениях что-то новое для себя открываете. И не зря я заговорила в начале расклада о том, что обычно расклады Таро смотрят люди, естественно, у которых возникают проблемы в отношениях, и они хотят понять, почему это происходит. И это тоже, естественно, это мощнейший стимул к саморазвитию. Те же расклады Таро вы смотрите, и вы, естественно, это саморазвитие ваше. Так эти отношения, что я хочу сказать, они вас как раз к этому и ведут. Они вас подталкивают к тому, чтобы вы занимались этим саморазвитием активнее, поднимались все выше и выше на новую и новую ступеньку. Вы становитесь магом с этим человеком. Нужен ли вам этот человек?
Ну, как бы, знаете, это вам, наверное, решать, нужен или нет, но мне показали так, что эти отношения бессмысленными назвать нельзя. Многие из вас, вполне возможно, в этих отношениях стали больше уделять внимание и себе самой, лучше выглядеть. Я недавно говорила на днях буквально, что, может быть, там вес лишний сбросили, лучше стали выглядеть, лучше стали понимать людей, это понятно, стали интересоваться новыми разными направлениями психологии той же, еще какими-то очень интересными сферами. То есть это не бесполезные отношения, они вас наполняют очень важными, сильными, мощными энергиями. Смотрите, как вы концентрируете эти энергии у себя между ладоней, и вы становитесь все сильнее и сильнее, даже если есть ощущение опустошенности на каких-то этапах отношений с ним. По итогу вы все равно поймете, что эти отношения вас по-настоящему наполнили мудростью, силой, очень важными, мощными, яркими энергиями. Вот такой получился у нас расклад, девочки. Смотрите, что на дне колоды в окончании расклада вышел аркан влюбленные. И как ни крути, какой бы он ни был плут, здесь этот мужчина, а у вас это взаимно. То есть те чувства, которые испытывает он к вам, с вашей стороны взаимность, она либо была, либо остается по сей день, но на какой-то период жизни, в какой-то момент, в какой-то период вашей жизни вы, конечно, с ним, по крайней мере, были парой. Для очень многих из вас остается и сейчас такая крепкая связь между вами, именно любовная, эмоциональная связь. Посмотрите, какой замечательный здесь аркан, какая картинка. Девушка сидит позади, да, он держит ее за ноги, она обнимает его спереди, они прям все полностью окружены миллионами красных яблок, сладких, чудесных. Да, сейчас она ему даст вкусить этот плод. Но, в общем, вы пара. Вы с ним пара. И у вас все это, можно сказать, взаимно. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube обязательно нажимайте на кнопочку колокольчика, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую, люблю, обнимаю и желаю всем счастья, любви, добра и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех вам благ, всего доброго, до свидания.